Всем добрый день! Сегодня утром открываю я YouTube, смотрю, а у меня уже 5000 подписчиков на этом канале. Благодарю вас, то, что вы со мной, то, что вы здесь, то, что вам интересны мои видео. И я думаю, надо записать какое-то видео. И решил, не готовился, вот буквально это было 20 минут назад. Все записываю с одного дубля, все как я и люблю, я настоящий, незаученный текст и так далее. И хочу рассказать свою историю в сфере сварки. Как я начинал, какое у меня образование, где я работал, какое я вообще отношение имею к миру сварки, к сварочному оборудованию, к материалам, к этой специальности, к этой профессии, как я работал в различных компаниях и так далее. Ну, давайте вот начну. Это такая автобиография, все, что касается моего пути по сварке. Начну, наверное, с того, что школу я закончил в городе Минусинске. Минусинск — это юг Красноярского края, маленький такой город. Приехали мы с родителями, с мамой в Красноярск поступать в политех. И тогда вот у меня вообще не было никаких мыслей, кем я хочу стать, что я хочу делать, чем заниматься. Мама говорит: так, пойдешь в сварщики, будешь главным сварщиком. Я такой: что такое сварка, вообще еще ничего не понимал. В общем, поступил я в этот политех, поступил на бесплатку. 2 года отучился там. Переехал из Минусинска в Красноярск, жил в общаге, 2 года учился в политехе, но так как денег было мало в семье, я сразу же пошел работать. В общем, у меня не получилось совмещать работу и учебу, через 2 года меня отчислили за неуспеваемость, потому что много работал, к сожалению. Потом пошел в армии набрался уму-разуму, пришел после армии опять в Красноярск и думаю, что делать. И пошел я учиться техникум, Красноярский монтажный колледж, который находится на улице Матросова. Его я закончил на специальность, техник сварочного производства. Да, техникум я закончил с красным дипломом, между прочим. Потом все время меня мама подкалывала и папа, то, что в семье не без урода. Один у нас закончил с красным дипломом техникум. Ну ладно. Закончил я техникум, получил я там 4-й разряд. Пошел я работать в Красноярске на 2 завода машиностроительных, на полуавтомате работал. После того, как техникум закончил, сразу же поступил на заочку, опять же, в политех. Сейчас это уже СФУ, Сибирский федеральный университет, и его я потом закончил. То есть у меня по сварке 2 образования. Это техникум с красным дипломом, техник сварочного производства, и СФУ, Сибирский федеральный университет, машиностроения. В общем, СФУ я закончил уже на заочке. После того, как работал на полуавтомате в Красноярске на машиностроительном заводе, поработал и думаю, что зарплата какая-то маленькая. И многие мои друзья, знакомые ездят на вахты работать. Думаю, пойду-ка я тоже на вахты работать. Первая моя вахта была, это Магадан, Полюстрой, 3 месяца я там работал. Классная была вахта, я работал на ручной дуговой сварке, металлоконструкции, каркасы и немножко на трубе. После этого я получил там хорошие деньги, после этого я понял: блин, на заводе больше не буду работать по городам. Мне больше нравится работать на вахтах. Там зарплата гораздо больше, гораздо интереснее. И потом я начал ездить Камчатка, Петропавловск-Камчатский, опять же на вахте, Якутия, Сабета, Норильск. В Норильском никеле Заполярной строительной компании я проработал 3 года. И все вот тут мои работы, они уже были связаны с ручной дуговой сваркой. Я уже получил НАКС в Норильске, когда работал, СК, НГДО. Чисто трубы были у меня от большого до маленького диаметра. То есть это нефтегазовая отрасль, химическая промышленность, вот все, что касается труб. Вот я был специалистом, да и сейчас, наверное, остаюсь, конечно, у меня и НАКС есть. Кстати, потом я повысил разряд до 5-го. 5-й разряд уже получил. И все это время, года, наверное, 3-4 ездил по вахтам, по различным. Работал на трубе, как говорят, сварщик. Зарабатывал хорошие деньги. И потом пришло такое время, то, что мы с женой в Красноярске думаем, блин, что-то в Красноярске уже скучно. И сварка как-то мне уже начинает надоедать. Я очень сильно подшатал, угробил свое здоровье по этим вахтам. И зрение, и полностью здоровье. Много там было, и зубы, там много было факторов. Это не просто так, там 4 года ездить по трубам, по северам, по самым далеким районам нашей страны. Жить где-нибудь в вагончиках. Ну, в общем, мы решили поехать в Москву. Мы переехали в Москву, и я думаю, чем заниматься? А пойду-ка я в продаже сварочного оборудования. Хотя до этого я никогда в жизни ничего не продавал, продавать не умею. В общем, устроился я в первую компанию в Москве, компания Дюкон по продажам сварочного оборудования. Меня там хорошо приняли,
Я там работал где-то около года. Классные ребята были, классная компания. Я там занимался продажей сварочного оборудования Мегатроникс, контактная сварка Текно, там Фубак, Сварог, ну все остальное. Ну вот основные направления, которые были, это Мегатроник, это зелененькие такие аппараты, издания, офигительные аппараты. И контактная сварка была Текно. Ну и также все подряд. После этого в Дюконе поработал год. Как-то мне надоела эта компания, мало платили. Я пошел работать в другую компанию, в компанию Rutector. Я думаю, многие подписчики меня знают по этой компании. В Rutector я много проработал, довольно-таки давно, мне кажется, года 4, наверное, или 3 в Rutector я проработал. Там я занимался, опять же, я туда пришел простым менеджером, там менял различные должности, был и менеджером, и активным менеджером, и продукт-менеджером, и руководителем развития дилерского направления. В общем, различные направления курировал, работал в разных сферах, развивал различные бренды, такие как сварочные маски Текман, сварочное оборудование Флама, сварочное оборудование Чи, это дуговое оборудование, контактная сварка. Что там еще? Тренажеры сварщика Салдоматик, сварочная химия Силикони, сварочные агрегаты Шиндая. В общем, все, что касается сварки, там, потому что в Rutector много наименований, вот этим всем я занимался. Много ездил по командировкам, по, я не знаю, по выставкам. Там у меня был крутой руководитель Попов Геннадий Сергеевич, спасибо ему большое. Вот там я как раз в Rutector много знаний приобрел именно по сварке. Там я уже начал общаться с блогерами, с российскими блогерами, с иностранными блогерами. Ну вообще, как-то вот в мире сварки для меня компания Rutector был такой, не бонус, как правильно выразиться, был такой своеобразный мир, где я был на своем месте. Мне нравилось, чем я занимаюсь, я с улыбкой ходил на работу. В общем, после компании Rutector я устроился в компанию TSS. Это официальный дистрибьютор Хугонга в России. Это сварочное оборудование TSS, синенькие аппараты. Сейчас у них есть TSS Evo, это новая линейка. И также сварочное оборудование Хугонг. Там работал руководителем направления, руководителем развития по этому бренду. После этого я поехал в Америку. Мы жили там с женой в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, я обучался там маркетингу, мы там полгода прожили. В общем, те знания, которые я там приобрел, до сих пор их сейчас использую. После Америки мы вернулись снова в Красноярск, там немного пожили, и мне поступило предложение устроиться в компанию Golden Bridge, золотой электрод, сварочные материалы в Санкт-Петербурге. Мы с Красноярска с женой переехали в Санкт-Петербург, и я там больше года проработал в этой компании. Это последняя моя компания, где я работал в сфере сварки. Это китайская компания. Интересный опыт. Скажу честно, это совершенно разный опыт. Это не Rutector, это не Дюкон, это не какие-то российские компании. Это именно китайская компания. У нас там было руководство китайское, бухгалтерия китайская. Ну, в общем, это было интересно. Совершенно другой менталитет, совершенно другие задачи. Ну, как-то это все было прикольно, необычно. Были, конечно, и плюсы, было много и минусов, но о минусах не буду рассказывать, зачем. В общем, хорошая компания, я рад, что я там поработал и получил опыт именно работы в зарубежной компании. Вот, в принципе, и весь мой путь по сварке, начиная от простого сварщика, когда я поработал 5 лет, 2 года, наверное, на полуавтомате на машиностроительных заводах различных. Потом 3-4 года примерно на вахтах я ездил, ручная дуговая сварка. Потом я вот занялся продажами, различные направления, бренды, оборудование, сегменты по сварке. Ну, то есть это все мое, во всем этом я разбираюсь, во всем этом я профессионал. Я приобрел большое количество знакомств с различными директорами компаниями, со сварщиками, с менеджерами, до сих пор с ними дружу, общаюсь, классные ребята. Это целый мир, вот мир сварки именно. Теперь, как я уже сколько, наверное, полгода нигде не работаю, я имею в виду в сфере сварки, я только веду свою индивидуальную деятельность. Какая моя индивидуальная деятельность? Ну, грубо говоря, на какие деньги я живу и какие услуги я продаю в сфере сварки. Первое – это обучение менеджеров, потому что часто бывает такое, то что в компании сейчас приходят люди, либо студенты, либо низкая квалификация, либо совершенно с других каких-то рынков. Ну, допустим, раньше человек там занимался продажами
там, не знаю, пиво, прокладок, в автосервисе работал, все что угодно. То есть у него нет понимания, что такое сварка в теории и в практике. И я в этих компаниях провожу видеоуроки, записываю для них, как это все выглядит. Допустим, там видеоурок по автоматической сварке, либо по сварочным маскам, либо по сварочным материалам. Это 1,5 часа лекции, где я все рассказываю, плюс в конце делюсь своим опытом. Либо это все как в записи, либо онлайн в Zoom, то есть различные менеджеры компании, мы созваниваемся, назначаем время, дату, все входим в Zoom, и там я провожу обучение. Также я провожу совместные эфиры с различными компаниями, вот в данный момент, платные. Также я иногда работаю как маркетолог, как SEO-специалист, то есть настраиваю сайт, вот именно все, что касается сварки. Делаю красивое описание, фотографии, технические характеристики, инструкции. Делаю так, чтобы бренд, сварочное оборудование, модели были узнаваемые, красивые, чтобы было хорошее, нормальное описание, чтобы человек зашел на сайт какой-либо сварочной компании, и там было все четко написано, что это за аппарат, какие у него характеристики, какие у него плюсы, какие у него минусы, чтобы была нормальная инструкция, не какая-нибудь китайская. Ну, то есть, вот довожу это все до ума, потому что этим я большое количество времени занимался в других различных компаниях. Пишу различные продающие тексты, статьи различные по сварке пишу, опять же, для продвижения для этих компаний. Вот, в принципе, и все мои сферы деятельности. Это обучение персонала, это совместные трансляции по YouTube, также как SEO-специалист работаю. Вот, пишу вот различные статьи, заголовки, описание аппаратов, вот все, что этого касается. Ну и, наверное, в самом конце хочу рассказать, естественно, все эти деньги, которые я получаю, это лишь вот как-то такая маленький объем. Я уже как 3 года работаю, веду частную практику по психологии, по сексологии. Ссылки на YouTube канал есть в описании, ну, я, наверное, даже оставлю в описании к этому видео и на моем YouTube канале по сварке. Вообще у меня 3 YouTube канала. У меня YouTube канал по сварке, 5000 подписчиков, вот спасибо вам большое. У меня YouTube канал по сексологии, по психологии, там более 1000 подписчиков, 1100. Также у меня есть мой личный канал, там медитирующий сварщик, где я делюсь своими историями. И деньги я зарабатываю тем, что веду частную практику, как я уже говорил, веду терапию по психологии, также работаю как наставник с людьми, когда у них есть какие-либо задачи, и мы вместе 2 месяца на протяжении всего этого времени идем к достижению их цели. Я путешествую по всему миру, мы жили на Бали полгода, мы много раз были и жили в США. Я сейчас снимаю видеоролик в Мексике, я нахожусь, Плая-дель-Кармен. Через 2 недели мы полетим в Майами, там будем жить. То есть путешествие мне нравится, я веду свою практику по психологии, по сексологии, работаю как наставник с людьми. У меня 3 YouTube канала, я постоянно записываю туда видео, делюсь своими знаниями, опытом. В общем, вот так вот мой путь от сварщика до того, кто я есть здесь и сейчас, чем я занимаюсь, чем я увлекаюсь. Естественно, сваркой я занимался 13 лет моей жизни. Это большой пласт знаний, большой интерес, большое хобби. Оно так и осталось. И я, как я уже говорил, часто общаюсь до сих пор со всеми моими бывшими коллегами, с блогерами. Мне интересен мир сварки, какие там происходят изменения, какое новое оборудование, какие новинки, какая вообще движуха в этом, какие направления, там, технологии и так далее. Но все-таки теперь это уже не стало мне столько много приносить дохода, ну, в принципе, потому что я туда уже не уделяю свое внимание, свою энергию, а занимаюсь уже другими вещами, где мне более интересно. Вот это психология, сексология, наставничество. Вот это вот теперь мой заработок, как сказать, мое хобби, мое увлечение, там, где у меня глаза горят, туда, куда я направляю все свое внимание и энергию. Забыл сказать, я еще преподаватель медитации, я сам медитирую 3 года, и в начале этого года поступил на обучение на преподавателя, я вот теперь людей обучаю медитировать. Это крутая штука, это крутая вещь. У меня вот немножко, даже немножко, мне кажется, даже для многих, кто меня не знает, покажутся слишком такие большие трансформационные процессы. Начинал с сварки, а дошел до наставничества, преподавателя медитации и путешественника. Ну, это жизнь, каждый выбирает свой путь, каждый выбирает то, что ему нравится. Все наши ограничения, убеждения, это лишь в нашем голове. И весь мир, в котором мы живем, прежде всего мы его создаем внутри своей головы, а потом уже транслируем и воссоздаем уже во внешнем мире. Ну ладно, это уже психология.
С вами я был честный, открытый. Спасибо большое, что посмотрели. Еще раз большое спасибо, то, что 5000 подписчиков на этом YouTube канале. Классно. Я поздравляю вас, благодарю вас, то, что вы со мной здесь, на этом YouTube канале. Если хотите, чтобы я снимал еще какие-либо видео по сварке, не только, то напишите в комментариях. Я учту ваши интересы и, может, побольше буду сюда видеоконтента какого-то записывать и делиться о чем-либо. Спасибо большое, пишите комментарии. Спасибо. Все, вам желаю хорошего дня. Всего доброго, до свидания.